Всем доброго времени суток. Вот моя усадьба, дворы. А это вот соседский огород. Попросил я у соседки, этот огород посадить под тыкву. Она мне разрешила. Я ей с ее позволения говорю, все здесь приберу, спашу. Ну и, как говорится, посажу тыкву. Все равно столько бы земли пустует. Ну и плюс в целях пожарной безопасности. Не дай бог спичку кто кинет, сами понимаете. Вот и настроение, все. Ну и все, сейчас вот половина огорода уже выкосил своей косилочкой, триммером. Осталась еще половина. Ну вот и хочу показать вам, как она косит. Вот так получается. Сейчас вот эти остатки постараюсь еще столкать толкающей волокушей. Ну а этот вот сейчас бурьянчик докошу вместе с вами. Ну все, вперед!
Ну вот, как говорится, взрыхлили целину. Теперь, дай бог, зимует пускай. И до следующего года. На следующий год мы здесь посадим тыкву. Сколько нам отведут, столько и посадим. Здесь как раз у нас и полив рядом. Ну и все. А мы поехали дальше пахать. Лук у нас совдеповский удалось приобрести. Поэтому не пахал он очень-очень долго. Поэтому сейчас пока они отшлифуются лемеха. Ну все, поехали работать дальше. И снова всем здравствуйте. Наступил у нас следующий год, весна. Уже практически конец сезона, когда вспашка огородов проходит. И вот остался у нас один огород. В прошлом году, как помните, мы его убирали от бурьяна, затем пахали плугом. То есть вот после плуга как выросло. Сейчас мы будем пахать наш этот огород вот этой вот почвофрезой самодельной. Кому интересно, у меня видео есть на канале, как она сделана. Ну и будем, в общем, место готовить под тыкву. А тыкву мы будем выращивать для корма овцам и КРС, крупному рогатому скоту. Ну все, приступаем к работе. Наш огород готов к посадкам. Вот эта сторона огорода где-то примерно до ангара отдыхала, даже не знаю сколько лет. Сколько живу, столько она и отдыхала здесь. Ну и в целях пожарной безопасности решил данную плантацию засадить тыквой. Как говорится, с пользой дела использовать данную земельку. Ну все, осталось дело за малым. Посадить и ухаживать, полоть, поливать. Итак, незаметно подкрался к нам следующий этап работы над нашими тыковками. Осталось в лунке у нас по одной тыковке. Сильнейшие мы оставили, остальные, чтобы друг другу не мешали, мы вырвали. Осталось по одной тыковке каждой лунки. Ну и сейчас приступаем к прополке данных тыков. Данные тыквы я полю вот таким вот способом.
итоге должно было получиться, как получилось. К сожалению, данной техникой приходится полоть один раз, максимум два. Затем идет сюда для прополки другая техника. Но это уже будет совершенно другая история. А сейчас дадим подрасти данной травки, чтобы ее снова полоть. Ну а сейчас вечерком мы с сыном выйдем, прополим каждую тыковку. Ну и все, в принципе. До следующего раза. И снова всем здравствуйте. Вот такая вот плантация из тыкв уродилась у нас в этом году у родителей. Приехали мы на тракторе, с тракторной телегой собирать данные тыковки. Погода, к сожалению, нам в этом году не дает форы. Приходится собирать вот по такой вот сырости. Даже сейчас немного проскакивает дождик. А здесь вот буквально через 2-3 дня еще обещают морозы. Ночью до минус 10. Поэтому, чтобы наши труды не пропали зря, приходится собирать нашу тыкву. Что мы сейчас и делаем. Ну вот и родительская плантация у нас собрана. Ни много ни мало, а получилась вот такая вот тракторная телега целая. Теперь самое главное сохранить данный урожай и отдать потребителю. Потребитель у нас домашние животные, КРС, овцы и тому подобное. Вот, как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Но все, как говорится, лучше землю использовать по назначению. Вот такая вот большая плантация у родителей. Куда им столько? Картошечки он немножко садит и все. Но остальное мы засаживаем, как вы уже поняли, тыквой. Чем, как вот эти вот огороды вот местные бросили. Ну и вот, что сейчас на них творится. Что здесь вот, что здесь вот. Ну все, а сейчас едем прибирать мою тыкву. То же самое. Ну ее, конечно, немного поменьше будет, но думаю, не отстану. Так как у меня плантация немного поменьше. Здесь было сколько, мам? 99, да, лунок? 79. 79, а у меня? 30. А у меня 30. Ну, то есть в 2 раза меньше, по идее, должно быть. Ну все, едем. Ну, а на нашей плантации вот какой урожай. Тоже нисколько не отличается, чем у родителей. Просто по площади поменьше. К сожалению, в этом году не удалось мне вам показать, как я еще полю эти тыковки, так как у меня не получилось. Полю я их еще помимо трактора, затем идет мотоблоком. Но пока мы были на сенокосе, а погода была благоприятная для них, они плетни очень сильно кинули. И на мотоблоке уже невозможно было заехать. Но мы их пололи же, этого мы вам не показывали, так как все уже знают, как полоть траву. Нечего этого показывать. В сравнении вот с соседями видно, здесь тоже у них где-то картошка растет. Видно, что мы пололи. Ну ладно, будем собирать наши тыковы.
А то сами вон видите, какие ходят вокруг тучи. И тем более, как я уже сказал, погода изменится. Ну все, приступаем. Ну вот и собрали последний урожай, который у нас находился на огороде. Это тыква. Как видите, вышла у нас полная тракторная телега 2 ПТС-3 и вот таких вот 2 ковшечка. Надеемся теперь, что живность домашняя, которая придет в свой посев, будет очень нам признательна, рада. Наверное, спасибо скажет, если бы умела говорить на человеческом языке. Ну и все на этом. Будем заканчивать наше видео. Спасибо большое всем, кто смотрел. Всем всего доброго и до новых встреч!